Уважаемые пассажиры, это подкаст «Анна под поездом». Скорый поезд Егана Джабарова отправляется с третьего пути. Желаем вам приятной поездки. Представьте себе кухню. На плите томится плов, пахнет зеленью и специями, а за столом сидят женщины. Вот латышская поэтесса Аустра Скуиня. Она умерла в 23 от туберкулеза. Вот тайваньская писательница Сань Мао. Она свела счеты с жизнью после смерти мужа. Вот философ Симона Вейль. Умерла от истощения в оккупированной Франции, потому что отказывалась есть больше, чем выдавали по карточкам. Рядом с ними Сильвия Плат и Энн Секстон, героини моих прошлых выпусков. Обе ушли из жизни по своей воле. Они потягивают сухой мартини. За столом есть и другие героини, но все они мертвы. И собрала их здесь одна живая женщина, писательница Егана Джабарова. Зачем? Чтобы понять, нужно узнать, откуда пришла в этот дом сама Егана и что случилось с ее старым жилищем. А в конце мы вернемся на эту кухню, чтобы увидеть ее по-новому. Поезд прибывает на остановку «Биография и творчество». Имя, тело, слово. Егана родилась в 1992 году в Екатеринбурге, в азербайджанской семье. История ее семьи – это хроника вынужденных переездов. Мать выросла в грузинском селе, куда азербайджанцев выгнали из родных мест, а отец бежал из Нагорного Карабаха. Егану назвали единственной, так переводится ее имя с азербайджанского. Она родилась совсем крошечной, недоношенной, и это имя стало для отца оберегом. Он верил, что дочь обязательно выживет, если назвать ее так. Егана говорит о себе как о человеке, который всегда находится между языками, культурами и странами. В интервью она призналась: «Я не могла понять, кто я. В России я не русская, а в Азербайджане не азербайджанка». Она филолог, кандидат наук. В диссертации о прозе Цветаевой она анализирует лингводицею. Так Джабарова называет оправдание слова, проводя аналогию с теодицеей, оправданием Бога. У Цветаевой слово стоит выше стихии, выше молитвы, даже выше самого Бога. К сожалению, Егане пришлось проверить на себе, может ли слово быть выше боли. Дело в том, что у Еганы мышечная дистония. Болезнь на время лишила ее речи, возможности писать и нормально двигаться. Единственным выходом стала сложная операция – глубокая стимуляция мозга. Теперь под ключицей у нее вшит стимулятор. Егана называет его маленьким другом. Без него она не может нормально ходить, дышать и есть. Раз в неделю она заряжает стимулятор от розетки, как телефон. У нее есть даже пульт управления от него. В литературу Егана пришла со стихов. За это время она выпустила 3 сборника. Поэзию она сравнивает с наблюдением за рыбкой в пруду. Ты видишь только поверхность, а проза – это возможность нырнуть в пруд. В интервью она объяснила это так. «Письмо о болезни, семье и культуре сопровождало меня всегда. Эти темы регулярно появляются в моих поэтических текстах. Тем не менее, было чувство, что им не хватает ширины, которую тебе дает проза. Словам хотелось лечь во всю длину, а не стоять в узком пространстве». Сейчас Егана живет за пределами России. Перевод ее книги «Руки женщин моей семьи были не для письма» вышел на немецком, а в 2025 году принес ей Гамбургскую литературную премию. В апреле 2026 года вышла английская версия этой книги. Егана продолжает писать, выступать и читать лекции в разных странах. В 2016 мы с Еганой встретились в Екатеринбурге за кофе. Мне было 18, я только поступила на журфак, была довольно мала и глупа. Я купила у нее сборник стихов «Босфор» за символические 100 рублей. Она подписала его. Там, среди прочего, есть «Надеюсь на дальнейшее общение».
Мы говорили о Цветаевой, потому что я родилась в Набережных Челнах, а это рядом с Елабукой, где она погибла. Еще запомнилось, как она сказала, что у меня красивый голос. Лично мы больше не общались, но я продолжаю общаться с ней через книги. Тогда я знала ее как поэта, а через несколько лет с книгой «Руки женщин моей семьи были не для письма» писательский голос Яганы открылся для меня по-новому. Поезд прибывает на остановку. Семейная трилогия. У Яганы Джабаровой есть трилогия, которую критики называют семейным циклом. Первая книга «Руки женщин моей семьи были не для письма». В ней 11 глав, и интересно, что каждая названа как часть тела, от бровей до живота. Сквозь эти главы проходят 3 линии – истории женщин рода, рассказ о болезни и путь героини к своему голосу, к своему праву говорить в мире, где женский голос часто заглушают. Меня поразило, что тело в книге становится не просто объектом, а свидетелем преступлений. И чем дальше, тем это больше похоже на своеобразный детектив. Героиня движется от бровей к глазам, от волос к рукам, и каждая часть оказывается уликой. Выщипанные брови – знак готовности к замужеству. Сбритые перед операцией волосы – разрыв с памятью предков. Правая рука, которой заставили писать вместо левой – символ насильственного переучивания. Потому что левая сторона у мусульман считается нечистой. И болезнь отнимает именно эту руку у героини, будто тело, наконец, отказывается подчиняться правилам. В интервью Джабарова объясняет, зачем написала эту книгу. «Я осознала, что на самом деле моя субъектность, мое право быть, всегда подвергалась сомнению и никогда не было чем-то, что дается автоматически. Для меня это история о том, как героиню дважды лишали права на существование. Как женщину в патриархальной семье и как больную в мире здоровых. Женские руки созданы для еды, уборки, шитья, убаюкивания детей. А писательство считается праздным делом, ведь оно отнимает время, которое должно быть отдано семье. Но в финале героиня нарушает запрет. Она делает письмо своим, единственным, что ей по-настоящему принадлежит. Вторая книга «Дуа за неверного» посвящена судьбе сводного брата Яганы Сергея. Он появился в жизни семьи, когда ему было 12, а ей, героине, 7. Его мать, у которой была связь с отцом девочки, отправлялась в тюрьму и привела сына к ним. О существовании мальчика в семье, кроме отца, никто не знал. Его смерть в книге не событие, а процесс. Она тянется годами. Брат исчезает, появляется, снова исчезает, и каждый раз это маленькая смерть. Единственный способ удержать эту смерть – записать, зафиксировать историю его жизни. В книге есть важная мысль. Частная история становится родинкой на теле государства, и личная утрата неотделима от политического контекста. В интервью Джабарова призналась, что шла к этому тексту 5 лет. Некоторые главы давались ей так тяжело, что она, цитирую, «практически умирала эмоционально». При этом она подчеркивает: «Я не подхожу к собственным книгам как к терапии. Когда я сажусь работать над текстом, это не урна для эмоций. Читатель не обязан переживать всю тяжесть моего опыта». Мне кажется, эта книга самая тяжелая во всей трилогии. Не потому, что она о смерти, а потому, что она о невозможности вернуть прошлое. О том, как мучительно хочется собрать человека по кусочкам, когда от него уже почти ничего не осталось. Мне это знакомо, я рано потеряла отца и до сих пор по крупицам собираю факты его биографии, черты характера, привычки. Возможно, поэтому меня так впечатлило, что Ягана фиксирует, как время стирает человека и как она отказывается с этим мириться. «Терра Нулиус» – последняя книга трилогии. Она вышла в 2025 году. С латыни название переводится как «ничейная земля»,
Так колонизаторы называли земли, чтобы объявить их пустыми и забрать себе. У Джабарова это метафора пространства, где люди живут вместе не по любви, а по необходимости. Коммуналка, общежитие, лагерь беженцев. По мысли Джабарова, чем более общим является пространство и чем меньше люди связаны друг с другом, тем меньше ответственности и любви к этому пространству у них. Эту книгу Ягана писала в скитаниях. В поездах, в самолетах, в чужих домах, в Бразилии, Австрии, Германии, Турции, Швеции. В интервью она сказала: «Текст написан в 11 странах. Для меня слова действительно стали домом. Написание книги буквально помогло мне не сойти с ума. Это был текст, в который я могла сбежать. Пространство, в котором можно было выжить». Вот цитата из книги. «Больше, чем написанное, меня волновало то, что происходит с людьми в эпоху большого исторического шва. Я читала письма Цветаевой, совершенно не читая в них главного. Я не осязала всей тяжести ее чемоданов, шероховатости веревки на ее шее в последнюю секунду, голода, сводившего ее живот в судороги, одиночества, от которого не поможет ни папироса, ни новый день. Попасть в мясорубку истории совсем не романтично. Потому там, на грубоватом ее шве, всегда пахнет потом и кровью». Для меня главная метафора книги – отсылка к серии открыток художника Кена Гонсалеса Дея. Он брал исторические открытки со сценами линчевания и стирал с них тела жертв. Оставался только пейзаж и толпа. Героиня Джабаровой смотрит на фотографии из прошлой жизни, где ее больше нет. Как будто ее стерли, как тех жертв с открыток. Но в отличие от них, ее исчезновение не окончательно. Остается текст. В нем она сохраняет себя, в деталях. В памяти о том, как обустраивала квартиру, выбирала кресло в Икее, ставила свечи, вешала янтарные четки. В первой книге свидетелем было тело, во второй – память. В финале свидетелем становится сам текст. Дом можно потерять, но можно и создать заново, в книге. Поезд прибывает на конечную остановку. Дом, который построила Ягана. Я обещала вам вернуться на ту самую кухню. Теперь давайте посмотрим на эту сцену внимательно. В финале Терра Нулиус героиня просыпается в странном доме. За столом сидят женщины, которых мы уже знаем. Джабарова собирает их вместе, но не как пантеон трагических гениев. Здесь нет соревнования в боли. Нет иерархии, кто талантливее, кто страшнее умер, чья судьба литературнее. В культуре этих женщин часто помнят через их смерть. Плач через духовку, секс через гараж, Вейль через голод и так далее. Джабарова вынимает их из этого последнего кадра и переносит в другой. Не в момент гибели, а в момент общей совместной жизни. Здесь, за столом, они не произносят великих речей, не объясняют, почему все случилось именно так. Они просто сидят на кухне, готовят, спорят, открывают казан. И в этом, мне кажется, точнее всего проявляется смысл трилогии Джабаровой. Не воскресить мертвых и не переписать их биографии, а вернуть им объем, дать им быть не только смертью, не только диагнозом, не только красивой легендой, а живыми людьми за столом. Особенно это видно на примере Симоны Вейль. Джабарова не превращает ее в исцеленную версию самой себя. Вейль здесь беспокойно ходит по кухне, переживает, что за столом слишком много едят, когда где-то голодают. Ее тревога никуда не исчезает. Но в этом доме тревога больше не доводит ее до гибели. Ее там не лечат, не перевоспитывают, но и не оставляют одну. Она может есть, а может не есть, может возразить, а может остаться. Вот где, кажется, заканчивается одиночество. Не там, где боль исчезает, а там, где человек перестает быть заперт в своей боли один. Дом у Джабаровой – это не место, где всех спасли, но это место, где никого не выгоняют из-за того, что он сломан, болен, неудобен.
или даже мертв. Поэтому сцена на кухне так важна. В первой книге тело добивается права говорить. Во второй память пытается удержать того, кто исчез. В третьей с помощью текста строится дом для тех, кому не хватило уюта в жизни. Попробую сравнить тексты Еганы с азербайджанскими символами. Ее проза похожа на ковер. С лицевой стороны яркий сложный узор, цвета, орнаменты, переплетение судеб и голосов, отголоски прошлого. Но если перевернуть ковер, мы увидим изнанку. Узлы, нити, швы. Они не такие нарядные, но именно они держат весь узор. Не дают ему распасться. Так и в книгах Джабаровой за красотой и привлекательностью текста боль, память, травмы, невысказанные слова, которые все равно находят путь к читателю. А еще ее проза похожа на гранат. Он лопается, и зерна уже не собрать в целый плод. Так у Джабаровой устроена память. Она не возвращает прошлое целиком, а выдает его частями. Обрывком фразы, запахом, прикосновением. Каждая деталь маленькая, бытовая, но именно из них нащупываешь то, что нельзя вернуть. А гранат еще и маркий. Его сок оставляет следы, которые так просто не смыть. Так зачем, на мой взгляд, читать Ягану Джабарову? Ну, во-первых, для удовольствия. Ее книги о том, как текст становится домом, когда физический дом утрачен. О том, как вернуть голос тем, у кого его отняли, женщинам, больным, тем, чьи имена стерла история. О том, что дом — это не стены, а люди, с которыми ты готов сесть за стол. И о том, что воспоминания, пусть даже не точные, все равно держат нас на этой земле. А теперь у меня вопрос для вас. Если бы вы могли посадить за стол Яганы еще одну писательницу, кто бы это был? Делитесь мыслями в комментариях, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. А наш поезд прибывает на конечную станцию. Не забывайте свои вещи и мои истории, которые решили взять с собой. С вами была Анна под поездом. До новых поездок.